А у журналистов, как Мальгин, вариант Коротича. У бизнесменов, как Артем Тарасов, вариант Артема Тарасова. Бежать из этой страны. Пока Шереметьево-2 открыто. Вот пока оно открыто в феврале, нужно бежать. Потому что в апреле мы закроем его или в мае. Или Владимир Вольфович, ну... Ради них закроем. Ну и что они будут делать? Чтобы деньги, эти миллионы накапленные, отдадим им. Ну и что вы с ними будете делать? Это Россия, потому что если не они, если останутся Коротичи и Мальгины, то вы Москву заставите через 50 лет говорить по-татарски или по-немецки. Вот два варианта, выбирайте. Россия — это еще и университеты, и правильно. заводы военные. Вы их выгнали из университетов. Там сидят нацмены из всех республик. Мы считаем идеологию, которую он проповедует, действительно фашистской. Она имеет в политологии определенные черты, всем им соответствует. И внешнеполитическая доктрина агрессивная, и шовинизм, и борьба с демократией. Все три составных части присутствуют в доктрине Владимира Вольфовича. Естественно, он фашист. Где теперь Коротич с семьей? Бежал в Америку. Артем Тарасов, всех лопали. Артем Тарасов, новый выдающийся бизнесмен. Где он? Наворовал миллионы, сбежал. Кто защищал Белый дом 9 февраля? Гражданин Израиля Хазанов. Уже некому защищать. Приезжает Хазанов и защищает Белый дом. В августе Ростропович приехал, попиликал здесь. А пиликает там, для французских проституток. Там он пиликает, там наши меха находятся, там наша икра, там наша водка. Все извращено в этой стране. Вы очень... Все извращено. Зло, потому что они злые. Я работаю на них. Сытые, голодные. Мы считаем, за такую политику в любой стране, самой латиноамериканской стране, давно бы растерзали руководство. В нормальной стране посадили в тюрьму и судили бы всенародно. Первое дело – это не построение рынка, а первая забота президента и правительства – это благосостояние своего народа, немедленное. Ну, если нищий президент и правительство нищие, как они могут накормиться? Слушайте, зачем тогда берут власть? Зачем? Власть – это умение наладить страну. Нет, уйди, не можешь ее наладить, уйди. Люди не могут за себя ответить, потому что они слабы. Значит, кто берет ответственность, того первого и лупят камнями потом. Интеллигенту угодно эту роль играть, его отлупят камнями. Церковь будет виновата, как у нас и вышло. Нет, так дворянство, и дворянство сожгли, потому что брал он на себя ответственность. Ходил и говорил, мы каемся. А мужик брал, защищал свой участок, а если защищал, не защищал, так, значит, этот участок другие брали. А когда он начал каяться, он в монастырь шел. Понимаете, он обинтеллигенчивался. Это природа вещей. Да, вы мне не нужны, вас миллионы, еще раз повторяю. Вы не можете понять психологию. Мне нужны миллионы голосов. Миллионы вот такие стоят. Вот они будут голосовать. А вы хотите сделать государство вот для 15 человек. Для 15 человек мне не нужно. Президент должен опираться на армию, на народ, на избирателей. Если я на вас буду опираться, вы никогда меня к власти не приведете. Какой мне смысл на вас опираться? Ну, мне, честно говоря, страшно, если вы вот сейчас придете к власти. Заваруха. Страшно, да. Страшно будет Коротичем. Мало крови было. Крови будет мало, я обещаю. Малой крови, я вас уверяю. Вы поедете все через Шереметьево-2. Какая кровь? Шереметьево-2 будет открыто временно. Я его закрою позже. ну вот, слышите, это не, я же стою молча, поверните микрофон в ту сторону. И вы слышите, там разве не гнев? Гнев против чего? Против чего? Против чего? Против грабительства великой страны, разрушения ее. Мы жили всегда, родились и выросли в величайшей стране мира. А сегодня... Зачем мы выбирали? Кто его выбирал? Я его не выбирал. Все так говорят, не убирали. А в результате что получилось? Кровь уже есть. Вы задумались над тем, что уже погибло людей во всех, в общем, суммах куда больше, чем во время афганской войны, за время перестройки. Десятки тысяч людей погибли. Если говорить, то в ряду преступлений после сталинизма, если считать его преступлением, если считать застой преступлением, то перестройка тоже преступление. И какое? И какое преступление?
Вы отдаете себе отчет, что будет завтра на Украине, например? Это все, сейчас можно сказать, отношения между украинцами и русскими более или менее дружественные. Но это все изменяется ежедневно. Вот сейчас была история с Черноморским флотом. Завтра будет из-за Крыма. Каждый раз это эскалация эмоций. Потому что национализм — это эмоции. Непрерывная эскалация эмоций. Одна сторона начинает, другая ей отвечает. Потом никто не помнит, кто начал. Я вот был в декабре прошлого года в Югославии, был в Кроатии, в этой самой области Словении, которую защищают сербы. Вот там это началось точно так же. До этого я был там в 89 году. Там было абсолютно тихо, и ходили приличные нормальные люди. А сейчас я посетил там центр опознания трупов, там дети с перерезанными горлами, с выколотыми глазами. Вот то же самое будет и на Украине. Будет, я вам говорю. Кто хочет этого? Никто не хочет. Надо было защитить сразу же права 12 миллионов русских на Украине, оговорить их права. По какому мать-перемать праву они заявляют свое? Почему им должен принадлежать Крым? Почему им должна принадлежать Харьковская область? Почему им должен принадлежать Донбасс? Безусловно, сейчас настолько далеко зашло все это, что невозможно ничего другого уже сделать. Безусловно, нужно сильное правительство, потому что слабое правительство можно было где-нибудь в 85-м году выдержать. Теперь уже оно никого не сдержит. Оно не хочет. Вот я и говорю, что сейчас... Да, конечно, нужно мускулистое правительство, которое, принимая какие-то указы, будет способно их осуществить. Хорошо, которое, если скажет, там, здесь наша граница, Я согласен. и не шагу Хорошо, вперед. сейчас Ельцин ведет чрезвычайное положение. И эти же люди выйдут именно вот сюда, вот на эту же площадь, чтобы это положение отменили чрезвычайно. Я уверен просто. Сейчас уже все, митинг. Я вам высказал свое мнение. Спасибо. Только снизу создаем Советы трудящихся. Никаких указаний. Сами у себя на предприятиях создаем 2-3 человека, группу, явочным порядком. Потихонечку вокруг них соберутся все честные люди России. Сейчас у нас есть шанс, да, попасть в новый такой вот... Шанс есть. А шанс избежать этого? Тоже есть. От чего это зависит? От того, начнут ли русские люди работать. Или будут продолжать воевать между собой за справедливость, искать, где кто виноват. А если начнут работать, вот, может быть, это уже будут не русские люди, а какие-то новые русские люди. Но тогда есть шанс избежать очередной дури, очередного кровопролития. Если мы будем продолжать митинговать, искать, ждать, кто нам пообещает и сделает, не миновать. Искать преступников? Ну, это уже там масонов, евреев, негров, чернозадых, кого угодно найдут. Зануски нарядят кого-нибудь во врага. Но шансов тогда избежать нет. Тогда кровью все выйдет. Но я надеюсь, что здравомыслия у русских не меньше, чем таланта. То есть меньше, но тоже есть. Таланта у нас очень много. У нас здравомыслия всегда не хватало. Но я надеюсь, что из излишков таланта русские себе сделают некоторое подобие здравомыслия и не пойдут на этот очередной виток насилия.